Здравствуйте, канал Masters of Body вас приветствует снова. И сегодня мы проработаем спину, но не просто проработаем спину, а максимально утомим при этом бицепс. Почему такая концепция? Много людей, как мы говорили, простых обывателей, которые не стремятся к соревновательному спорту, имеют очень ограниченный временной ресурс. И поэтому, исходя из рабочего графика, исходя из семейных дел, попадая в зал, обладая, как мы уже сказали, небольшим промежутком времени, надо успеть прокачать и то, и другое, пятое, и десятое, и все, чтобы это было качественно. Вот для таких людей и настроена эта тренировка. Короткая, сжатая, но очень интенсивная. Итак, тренировка началась, сделали кардио, вы уже видели, сделали суставную разминку. И первых два подхода мы выполним разогрев поясничного отдела, гиперэкстензия с весом 10 кг блинчик, выполняем 8-12 повторений. И в сете сделаем наклоны с гантелями. Это позволит нам хорошо разогреть поясничный отдел, даже грудной отдел позвоночника. Два подхода будет вполне достаточно, чтобы перейти к основной программе. Друзья, обратите внимание, почему мы выбрали именно это упражнение для разминки. Опять же, ввиду его большой и значительной амплитуды. Оно нам позволяет хорошо растянуть, разогреть поясничный отдел. Вот в прогибчике. Теперь еще момент. При наклоне у нас даже начинают тянуться широчайшие. И при подъеме мы сводим лопатки, тем самым разогревая и укрепляя грудной отдел позвоночника. Для разминки очень-очень хорошее подходящее упражнение. Вместе с гиперэкстензией дает классный налив и разогрев столбов, разгибателей спины. Итак, завершающий второй подход. Спина достаточно разогрелась. У Виталика и у Андрея, можно сказать, забилась. Андрей четко контролирует амплитуду. Внизу на глубоком вдохе даем растянуться поясничному отделу. Готовим его к следующему базовому упражнению. Растянули столбы, растянули широчайшие, сокращаем столбы и сокращаем ромбовидную низ трапеций. В итоге низ разогрет, верхний массив тоже разогрет, готов к следующему тяжелому упражнению.
Упражнение номер 2 в сегодняшней программе, оно же основное. Тяга штанги в наклоне обратным хватом. Обратный хват позволяет нам дать достаточно глубокую амплитуду, и, как мы уже говорили, в цели сегодняшней тренировки, он начинает грандиозно утомлять бицепс. Теперь смотрим. Ширина хвата. Руки шире, чем бедра Андрея, то есть хват достаточно широкий, имитирует подъем штанги на бицепс с широким хватом. Как видите, вниз хорошо отпускаются широчайшие, Андрей за ними тянется, и вверху хорошенечко сводит лопатки. Выполняем 4 подхода, у нас будет по 12-14 повторений. Виталик пробует все это повторить, для него эта тренировка будет не совсем привычной, но, как видите, он хорошо справляется. На вдохе оттягиваем больше широчайшую вниз и больше акцент на раскрытие. Раскрываем и поднимаем подбородочек кверху, акцент, да. Добавляем, оп, и интенсивней. Снизу используем реактивную силу и вытягиваем мышцами, пружинкой обратно. Хорошо. Смотрите, Андрей одел пояс на 3-й подход, но можно это делать с 1-го подхода. Так как упражнение реально тяжелое, нагрузка на поясницу, конечно же, будет присутствовать, поэтому лучше не рисковать. Если есть возможность, используйте тяжелоатлетический пояс. Так, последний подход. Виталик завершает упражнение. Несмотря на усталость, он сконцентрирован, старается, спина прогнута. Техника идеальная. Так, третье, следующее упражнение в нашей сегодняшней программе. Тяга вертикального блока и также обратным хватом. Почему такая последовательность? После предыдущей тяги в наклоне, естественно, поясница утомлена. И здесь мы имеем возможность дать своего рода декомпрессию позвоночника. Андрей максимально вверх вытягивается всем корпусом. Пытается делать это плавно. Растягиваем. И бицепс продолжает убиваться. Обратите внимание на работу широчайших. Огромная амплитуда, несмотря на то, что эта техника не является базовой или классической, но эффект для воздействия на мышцы спины будет колоссальным. И хорошо. Обратите внимание, вверх идут широчайшие, а в верхней точке пошла растяжка позвоночника. Сократил, подбородок чуть выше. Смотрим на движущийся ролик. Позвоночник в итоге у нас держит одну линию. Оп. Внизу пытаемся акцентированно свести лопатки, а вверх растянуть весь позвоночный столб.
Так, друзья, смотрите, Виталику тяжело в таких постоянных хватах работать, и у него уже начинают отказывать потихоньку предплечья. Поэтому сейчас Андрей будет ему помогать акцентированно делать сведение к низу. Лопатки сводим, вверх растягиваем. Четвертое упражнение у нас будет выполнено суперсетом. Итак, первая часть – тяга нижнего блока в кроссовере обратным хватом, но уже узким, в отличие от тяги со штангой. То есть меняем ширину хвата, меняем воздействие на бицепс, смещаем акценты. Благодаря узкому хвату можете увидеть, как цепляется низ, самый низ широчайший Андрея. Раз, то же самое, растянули и включили ромбовидную, низ трапециевидной, все работает. Ну, бицепс предплечья само собой, поэтому вес подбираем подходящий. Выполнив 12 раз, 12 повторений тяги, теперь делаем обратный пуловер, то есть растягиваем забитые мышцы и пытаемся хорошо продышаться. Здесь обращаем внимание на максимально возможную заданную амплитуду. Вот Андрей тянется вверх, полностью растянул. Здесь даже безопаснее, чем в обычном пуловере, получается работа. И благодаря большому количеству блоков она очень мягкая. То есть мы не рвем себе крепление широчайших, мы растягиваем все до сих пор забитые мышцы. Чем хороша такая работа, такой суперсет, скажем так, в конце тренировки, в конце проработки спины. То есть мы продолжаем сохранять напряжение, полученное до сих пор, но при этом, благодаря именно блочной работе, то есть уже снизили нагрузку на поясницу, снизили нагрузку на суставы, а мышцы продолжают наливаться и быть в этом состоянии максимально возможного напряжения. Это безопасно и это эффективно. Друзья, в отличие от тяги штанги в наклоне, тяга с блоком дает нам гораздо большую амплитуду. Да, это не свободный вес, да, это не та база, но после базового упражнения здесь именно благодаря амплитуде мы сможем задействовать все мелкие пучки, которые еще не доработались до сих пор. Эти две амплитуды, наложенные одна на одну, дадут вам колоссальный налив аж до спазма. И последний подход пуловер так выполняет, который этот спазм помогает нам растянуть максимально.
И вот, наконец, дошла очередь до нашего предварительно утомленного бицепса. Смотрите, следующее упражнение. Бицепс с гантелями на скамье под углом 30 градусов. Почему? Во-первых, здесь хорошо отдыхает до сих пор утомленная спина. Теперь хват. Почему именно молоток? До этого все тяги мы делали обратным хватом, что, как я говорил ранее, имитировал подъем штанги на бицепс. Поэтому мы поменяли хват, чтобы дать этому бицепсу и предплечью разнообразие. И судя по гримасе Андрея, у нас это получилось. Виталика очередь, спина прижата. По возможности стараемся полностью корпус вместе с головой прижать. Внизу даем максимальную растяжку бицепсу. Руки идут параллельно корпусу. Гантель доводим до груди, не выше. И опять внизу на вдохе растяжение. Таких у нас будет 3 подхода по 10-12 повторений. Шестое на сегодняшний день последнее упражнение. Это бицепс на скамье скотта EZ грифом узким хватом. Обращаю внимание, это важно. Итак, что мы имеем по итогу тренировки? Мы утомили бицепс, выполняя все тяги со штангами, когда прокачивали спину, выполняя блочные тяги. Мы утомили бицепс, прокачали его хорошо, выполняя эти упражнения с гантелями, предыдущее. Теперь изолированная работа на скамье скотта. Работа со свободным весом, типа подъем штанги, стоя на бицепс, нам уже не требуется. Он получил огромную загрузку, он еле-еле тянет. Изоляция с помощью напарника. И в 3 подходах последнего упражнения мы доводим эту мышцу до полного отказа. Походу Шарапову понравилось. Обратите внимание на амплитуду. Андрей правильно выводит Виталику штангу. Верхние точки на себя не забрасываем, сохраняя напряжение. А внизу при достаточной растяжке, но не рвем сухожилия. Очень аккуратненько. Он уже утомлен, руки достаточно уставшие, поэтому следите, пожалуйста, за этим очень внимательно.
Итак, друзья, подведем итоги тренировки. Сегодняшняя тренировка, как я и сказал, была компактная, она у нас заняла 1 час 10 минут. То есть для простого обывателя, который постоянно с работы, постоянно спешит к семье, и это правильно, это очень хороший вариант. Бицепсы утомлены максимально, спины тоже получили хорошую нагрузку. Ну, как я уже сказал, как для человека, который не стремится на соревнования, но хочет менять и преображать свое тело. Вот, свидетели пока живые. Поэтому мы надеемся, эта тренировка также пойдет вам в пользу, ваш в актив. Следующая будет не менее интересной. Ждите, смотрите. Мы благодарим Клуб Orange за предоставленную возможность снимать наши ролики. И еще минуточку, ссылка на донат у нас в описании. Константин, Виталик, Андрей и Дмитрий Журавель. До новых встреч! Masters of Body!